Все говорят, откладывай 10% или 15% от дохода. А я говорю, откладывай все. Звучит как сумасшедшая идея или прерогатива богатеев, но на самом деле это чистая математика, вытекающая из сложившихся обстоятельств. В этом видео я разберу стратегию экстремального накопления и конкретного одного инструмента, который я для этого выбрал, и объясню, почему ипотека это не какая-то кабала, а нормальный финансовый инструмент, который позволяет вам зарабатывать, обыгрывая инфляцию, используя кредитное плечо, при этом с очень низким риском, когда у вас есть такая ситуация, что по какой-то счастливой случайности можете откладывать 100% дохода. И также рассмотрю, почему в принципе так получилось, почему я выбрал такую стратегию и откладываю именно 100%, а не, например, 90%. Вы думаете, когда берете ипотеку, что банк заработает на вас. Но на самом деле, если мы рассматриваем не какую-то рыночную ипотеку, а, например, льготную ипотеку, то там банк зарабатывает, но не на вас, а на государстве, которое выплачивает ему недостаток до рыночных ставок. Но я в этом видео вообще в принципе рассматриваю другую стратегию. Это не стандартная в общем таком известном понимании слова ипотека. Это сложный финансовый инструмент, который позволяет покупать недвижимость за счет собственных средств, накопленных на депозите банка. Мы просто не видим, как мы накопили на всю сумму, но на самом деле мы и так отдали банку 100%, используя жилищно-строительные сбережения. Потому что первые 3 года, ну там плюс-минус, мы получаем заниженную доходность, которая вот на текущий момент чуть ли не в 10 раз меньше рыночной и около 5 раз меньше инфляции. Ну и, соответственно, банк от этого получает все излишки этой доходности, покрывая тем самым рыночные ставки по ипотеке в дальнейшие годы. К тому же он не позволяет выдать ипотеку вам больше, чем на определенный срок, конкретно и правильно рассчитав, сколько он денег может вам выдать, потому что он тоже не хочет уходить в минус. Но главное, что здесь мы можем получить максимально выгодные условия, то есть на вложенные деньги мы получим максимальную доходность, потому что эти условия жилстройсбережений формировались таким образом, чтобы кредитуемые люди могли с наименьшими вложениями получить недвижимость. Эта система к нам перекочевала еще из Советского Союза. Там, как вы помните, не было особо такого большого смысла в накоплении богатства банками, а все строилось как-то на коммунизме, вот это вот все. По сути, мы получаем ипотеку с заниженными ставками, но она доступна всем, а не только льготникам. Жить на 0% от зарплаты – это не выживание, это чит-код, причем временный. Если вдруг случайно так получилось, что вы можете откладывать 100% зарплаты, то, скорее всего, это не потому, что вы пойдете бомжевать на улицу, питаться с помоек и тому подобные прелести максимальной экономии, а потому что кто-то вас обеспечивает, да, например, или, возможно, у вас в принципе уже достаточно денег, но хотя тогда нельзя полностью сказать, что вы именно 100% зарплаты тратите, но, допустим, у вас просто может быть достаточно денег на то, чтобы жить с процентов и откладывать 100% именно зарплаты, потому что, ну, здесь чисто вот в терминологию опускаясь, речь идет про 100% зарплаты. Я думаю, многим может совершенно случайно так повести, например, людям в моем возрасте, что они еще учатся в универе, родители за них еще покрывают большинство расходов, но при этом у них уже есть хорошая высокооплачиваемая работа. В таком случае, ну почему бы не откладывать все 100% зарплаты? Когда еще в вашей жизни у вас получится добиться такой огромной нормы сбережений? Этим надо пользоваться. Я не буду врать, что добился всего сам, живя под мостом. Как я и сказал в этом видео, так получилось, что родители покрывают большую часть моих расходов. Но я не трачу все эти деньги на какие-то там развлечения или хотелки. Опять же, не потому что мне нужно сохранить максимум денег, потому что я какой-то скряга, а просто потому что, ну, у меня нет такой потребности постоянно ходить и тратить деньги. Куда? Зачем? Я понимаю, у людей, у которых за плечами семья, такие дети, как я, им нужно зарабатывать деньги и потом сразу же их тратить. Но мне-то зачем их тратить? Куда? Я тем-то и пользуюсь. Могу откладывать 100%, могу
не откладывать, но это же будет нерационально. Зачем не откладывать, когда можно откладывать? Потому что в итоге отложенные деньги превратятся в большие деньги, а потраченные просто-напросто в тупую исчезнут. Так что из этого лучше? Я считаю, что использовать, скажем так, помощь близких — это вовсе не стыдно, это нормальная ситуация, а стыдно как раз наоборот. Проедать все деньги, которые сам зарабатываешь, и плюс те, которые, возможно, тебе обеспечивают родители. Это просто плевок в душу всем. Возвращаясь к не совсем льготной ипотеке от БСБанка, давайте рассмотрим вопрос, почему в принципе ипотека под якобы 5% становится выгоднее, чем другие финансовые инструменты, даже несмотря на то, что очевидно ее процентная ставка ниже, чем уровень инфляции приблизительно 10%. Возможно, кто-то этого не понимает. Я объясню. Если вы вдруг взяли деньги, но должны банку определенную сумму, при этом на эти деньги вы купили товар, продукт, может быть, желательно актив, который приносит вам больше, чем вы должны остались банку за тот же период. Этот инструмент сам по себе выгодный, потому что у вас, по сути, появляются деньги из ничего. Это просто разница между тем, что вы получаете из этого актива, и между тем, что вы должны отдать. И несмотря на то, что процентная ставка по такому депозиту 5%, на самом деле она близко к 8, а то и к 9%, смотря как долго вы копите. Но в целом, в стандартной ситуации, если вы 3 года под низкую ставку откладывали свои деньги в БСБанке, а потом взяли ипотеку на 6, может быть 7 лет, если повезло, то у вас процентная ставка будет близко к 5%, может быть 7 или 6. Там надо считать конкретно, в зависимости от вашего оценочного показателя и того, на какой срок вы взяли ипотеку. В принципе, простая математика, можно зайти на сайт от БСБанка, все посчитать. В итоге, если поставить просто тупо эти цифры в инвестиционный калькулятор, посчитать, сколько вы потеряли в первые 3 года и сколько вы потом получите в последующие 6 лет, тратя при этом деньги на ипотеку, гася свой долг, вы выйдете в плюс. При этом, если сравнить это с тем, что вы положите эти деньги сразу на какой-то условный депозит или облигации, вы тоже выйдете в плюс, но при этом в немного меньше, потому что у вас не будет вот этого вот преимущества, которое дает вам, по сути, банк доплачивает вам за то, что вы живете в квартире или сдаете ее, потому что ему это все еще выгодно. Как чувствует себя человек, у которого на счету миллионы, но нет денег на чашку кофе? На самом деле, если мы сталкиваемся ровно с такой ситуацией, возможно, у человека просто счета заблокированы, я не знаю, но в большинстве случаев человек, у которого на счету миллионы, он может позволить себе чашку кофе, он просто не хочет. Или, намеренно себя в этом ограничивает, потому что возможно, для него финансовые цели как-то немного в приоритете от какой-то там чашечки кофе. Если у него нет, конечно, серьезной зависимости от кофе, но не суть. Когда человек годами идет к какой-то финансовой цели, откладывает значительную часть доходов, такая трата на какой-то там кофе, она может расцениваться просто как расточительство. В этом нет никакого смысла. Ладно, я могу понять трату на какой-то актив, или, может быть, на образование, но в целом, когда человек поставил себе финансовую цель, у него не должно возникать желание потратить свои деньги куда-то, не принесет ему больше денег, потому что это будет противоречить его цели. Иначе надо просто правильно, конкретно ставить себе цель на несколько чашек кофе меньше и тратить эти деньги на кофе. Ничего с этим не случится. Просто надо быть достаточно дисциплинированным реалистом. Да, дисциплина требует жертв, в том числе эту несчастную чашку кофе. Но в целом, в итоге, финансовая свобода и тот денежный поток, он будет выгоднее. Он стоит дороже чашечки латте. Как такая стратегия может совершенно случайно привести вас к отложенной жизни? И почему вы вполне можете этого избежать, если вы внезапно откладываете 100% дохода? Во-первых, скорее всего, это не вечно. Во-вторых, никто вам не говорит, что вы обязаны. Это вы сами себе решили. Вы можете тратить деньги сколько себе угодно. Просто надо правильно оценивать приоритеты. Если вы хотите, условно, через 10 лет выйти на финансовую независимость, не тратьте деньги. Если не хотите или хотите выйти через 11-12 лет,
пожалуйста, тратьте. Вам никто не говорит, что это отложенная жизнь. Вы сами себе вбили в голову, что вы обязаны, но нет. Вы никому ничего не должны, просто делайте то, что считаете правильным. С чего вы взяли, что финансовая грамотность строится на ваших страданиях? Это отнюдь не так. И моя ситуация — это не какое-то финансовое страдание, финансовая кабала. Я делаю это ровно потому, что я хочу. Это было мое личное решение, которое подкрепилось обстоятельствами, благодаря чему высочайшая норма сбережений — это для меня обыденность, а не какая-то ужасная трагедия. Почему это работает только на старте? Эту стратегию нельзя растянуть на всю жизнь. Вы просто выгорите. Эта стратегия работает только на старте и только потому, что, как я раньше и сказал, у вас есть такая возможность. Вы, если вы сможете физически, но вы навряд ли сможете физически откладывать 100% дохода, скажем, когда у вас не будет финансовой поддержки окружения, потому что, жить-то на что? Как минимум, еда вам понадобится, квартира, скорее всего, тоже, если не достанется в наследство, но это уже другой случай. Это, по сути, удача, приведшая вас к финансовой независимости. Это немного другой уровень финансовой независимости, о которой мы поговорим в другом моем видео. Здесь же я хочу акцентировать внимание на том, что никто не говорит, что вы обязаны продолжать эту стратегию на протяжении 100 лет. У вас не получится, скорее всего. А если получится, вы просто большой молодец. Но, скорее всего, не получится. Вы сами понимаете, что есть обстоятельства, которые вам нужно будет поддерживать, да, например, опять же, квартира себе и еда. Вы можете пойти бомжевать. Вам никто не запрещает, если вы считаете это правильным. Но в ином случае, почему бы и не потратить какую-то часть денег на потребление? Вам никто не запрещает. Но с другой стороны, вот этот вот спринт, вот этот первый годик, первые несколько лет, пока есть возможность откладывать максимум, это может заложить очень приятный для будущего вас фундамент, финансовую подушку безопасности, а то и всю основу вашего благосостояния, если у вас достаточно высокая зарплата или что-нибудь такое, благодаря которой вы в принципе в будущем уже можете и не работать. Просто здесь срок может быть чуть больше, чем год. Это важно понимать. Но в целом это возможно. Нет, не так. Но в целом это безусловный плюс. У кого из ваших сверстников в вашем, собственно, положении есть столько денег на счету? Да, возможно, у кого-то есть. Но кто говорит, что он их не завтра же потратит на какое-то показное потребление, о чем будет еще одно мое видео. Опять же, это неплохо, это просто его выбор. Но если вы смотрите это видео, вы, наверное, заинтересованы в некоторой финансовой стабильности в будущем, а не в Феррари. А стабильность строится на том фундаменте, который вы заложили. Это спринт, а не какой-то долгосрочный марафон, который вы обязаны поддерживать. Государство дарит деньги через льготы, а вы нос воротите. Я потому-то и выбрал эту стратегию с жилстройсбережениями, потому что, во-первых, государство дает госпремию, добивая ставку по этим депозитам чуть выше, чем обещанные 2%, что приводит ее уже, к более-менее рыночным для года 2008. Главное, что это значительно может снизить итоговую годовую эффективную ставку после закрытия всей ипотеки, да, с расчетом из того, сколько вы своих денег внесли, сколько там вам депозит принес и сколько государство внесло, особенно если достаточно грамотное этим распоряжаться, да, например, раскидывать по нескольким семейным депозитам, возможно, раскидывать на определенный срок, в определенные даты, то есть можно раньше закидывать, можно позже, если для вас это будет выгодно. А суть в том, что когда государство дает вам деньги, оно не просто надувает экономику, оно пытается лично вам, лично каждому гражданину дать возможность жить лучше, потому что люди с хорошим благосостоянием, у которых есть недвижимость, куда охотнее тратят деньги, куда охотнее развивают другие области экономики государства, это важно. Оно пытается вас простимулировать. Глупо не поднять купюру, которая лежит на дороге. Однако что будет, если кормушка бесплатного жилья закроется завтра у вас? Или как минимум у меня все еще останутся деньги, которые я положил на жилстройсбережения. Конечно, это должны быть не все деньги, потому что держать под такой низкий процент, может быть не очень хорошо, особенно крупные суммы выше начисления госпремии, но в целом можно, почему нет? Об этом будет другое мое видео, что мы переоцениваем инфляцию, поэтому, в принципе, иметь немного
обесценившихся денег лучше, чем вообще их не иметь, согласитесь? Тем более, кто вообще сказал, что внезапно завтра весь рынок рухнет, что у нас отменят все льготные ипотеки? Такого никто не говорил. В первую очередь, жилстройсбережение — это бизнес, на котором зарабатывает банк. Почему вдруг мы должны сказать, что бизнес, который зарабатывает на том, что к нему несут деньги, внезапно закроется? С чего бы вдруг? Это что должно такое произойти не просто с недвижимостью, а со всем рынком в Казахстане, чтобы люди перестали нести деньги? Тем более, кто сказал, что у банка внезапно они исчезнут? Возможно, они просто будут лежать там. Может быть, мы говорим про ситуацию, когда квартиры сильно подорожали. Но так это не навсегда. Да, мы пытались накопить на жилстройсбережениях условно 50%, но в один момент это стало 30%, и нам нужно еще 20% накопить, чтобы просто купить квартиру. Но кто сказал, что мы обязаны? Мы можем просто подождать немного, накопить, может быть, еще побольше. В итоге вся система жилстройсбережений строится на том, что совокупная прибыль банка и наши траты, они в принципе неизменные, независимо от срока. Если мы откладывали на депозите меньшее количество времени, мы можем взять кредит на меньший срок. Если большее количество времени, на больший срок. Банк свое заберет, и вы свое получите. В трейдинге плечи убивают, а в недвижимости наоборот. Это единственный и самый ключевой фактор, который придает недвижимости в принципе более повышенную доходность, нежели в других инструментах. При этом он достаточно низкорискованный. Многие богатые люди стали богатыми именно за счет инвестирования в недвижимость. Да, в Америке это строится более, скажем так, прогрессивно, когда люди берут ипотеку под более низкий процент, чем рыночную, закладывая собственную недвижимость, что дает им как раз то самое преимущество, благодаря которому они могут получить повышенный доход. У нас подобные институты не так развиты, поэтому как-то можно сказать, что можно так делать, но в целом люди так не делают и не используют это в качестве инструмента заработка. Но это возможно. И это достаточно низкорискованно, потому что, во-первых, вы же не боитесь взять обычную кредитную карту. А что вам мешает взять ипотеку, кроме вашей плохой кредитной истории? Это такой же кредит, который также можно реструктуризировать, можно отсрочить платежи, если вдруг что. С другой же стороны, брокеры в трейдинге, они не позволяют вам взять кредит, который вы не сможете выплатить. С ипотекой не так. И если даже не смотреть на людей, которые не платят, люди, которые платят, они получают актив за счет более дешевых денег, чем, в принципе, можно эти деньги получить на рынке. Они получают прибыль не только с самого объекта, а с арбитража ставок, особенно если льготная ипотека, значительно выигрывает. Как я и говорил в этом видео, жилстройсбережение — это не совсем льготная ипотека. И в этом, по сути, мало чего выигрываете. Но это все еще очень хороший инструмент, который приводит вашу процентную ставку к заниженной от рыночной, что дает вам вот этот вот самый плюс от арбитража. Вы получаете вот эту вот самую выгоду от вкладывания капитала в недвижимость. Плюс ипотека — это более надежный кредит, чем какой-то трейдерский. Это единственное плечо, которое не обнулит ваш депозит за минуту. У него просто нет такой функции. Вы можете хоть месяц продолжать давать квартиру, пока банк будет с вами разбираться. Говоря об инвестициях в недвижимость, нельзя не поднять вопрос, почему арендовать может быть не лучшей идеей, чем покупать. Опять же, во-первых, дело в льготных ипотеках, которые будут забирать с вас даже меньше денег, чем вы бы платили за аренду. Это уже просто очевидно, вы должны были понять, что ипотека для вас выгоднее. Да, вы потеряете на своем первоначальном взносе. Если он у вас есть, и он лежал не на каких-то обесценивающихся бумагах, или, например, в жилстройсбережениях он у вас лежал, вы получите повышенную доходность, потому что вы переложите деньги из одного доходного кармана, вроде депозита, ваш первоначальный взнос, в другой доходный актив, в вашу квартиру. Вам не обязательно ее сдавать, потому что вы, наверное, забыли, что вам вообще-то надо где-то жить. Мало того, что вы арендуете, тратя деньги на это, даже если сейчас хорошие рыночные ставки на аренду, если ипотечные ставки ниже, почему вы вдруг решили, что они будут хуже? Вы получаете актив, вкладывая свой первоначальный капитал, получая с него приблизительно такую же доходность, как депозиты, просто вот номинально ваш актив в виде
ипотечной квартиры, он исторически можно сравнить с депозитами. Где-то больше, где-то меньше, но в целом сравнить можно. А главное, что вы продолжаете, финансовые ваши потоки, может быть, даже станут лучше, вы станете платить меньше, но, допустим, вы продолжаете платить ровно ту же самую сумму за аренду. Только при этом актив уже ваш. Да, у вас есть долг по ипотеке, но сама квартира от этого вашей не перестала быть. Да, вы потеряете свой первоначальный взнос, но это не перекроет той полученной выгоды от возможности проживать в этой квартире. К тому же вы просто на весь срок фиксируете определенный платеж. Ну, это довольно удобно. Особенно если прогнозируется некоторый рост арендных ставок в вашей стране. По крайней мере, на уровень инфляции. А с кредитом договор конкретный и вечный. Вы не будете индексировать его на уровень инфляции. Будете платить столько же. Так что, по сути, с каждым годом ваш депозит, ваша доходность будет стремиться к увеличению в дополнение к тому, что вы получаете возможность жить. При этом социальное давление – это главный враг моей стратегии. Серьезно, подумайте сами. Кто в здравом уме из моего окружения скажет: не трать деньги, оставь их себе. Нет, конечно, все вокруг видят, что у меня появились деньги и думают: а я тоже хочу кусочек от них. А давай-ка ты проставишься, а давай-ка ты заплатишь за нас в ресторане. Я не знаю, со мной такого не случалось, но предполагаю, что возможно. Может быть, кто-то начнет у вас просить случайно в долг, или может быть ваше окружение и согласно с тем, что вы не даете им деньги, но категорически не понимает ваших целей по финансовым планам. А кто в этом виноват? Ну, научите свое окружение. Скажите им, в чем смысл. Попытайтесь объяснить, если вы не можете, но это не ваша проблема. Что вы еще можете с этим сделать? Люди вокруг не хотят учиться, не хотят уметь. Зачем вы будете тратить свои силы, нервы и время на то, чтобы обучить людей, которым на вас плевать? Они хотят только ваших денег, вашего времени, ваших нервов. Просто забейте на них. Не давайте деньги, они ваши. И это не то же самое, как это сейчас модно называть, тарелочница. Говорит: мои деньги, это только мои деньги, а твои деньги – это наши деньги. Здесь другая ситуация. Никто не говорит, что ваши деньги – это только ваши деньги. Если вы говорите ровно так, скорее всего, вы плохой человек. Но если вы готовы, в принципе, вкладываться в свое окружение, как минимум поддерживать тех людей, которые поддерживают вас, это вполне равноценный обмен, если вы иногда даете им деньги, тратите на них деньги. Это исключительно на вашей совести. Это то, что люди вокруг давят на вас, пытаются заставить, это уже на их совести, это их проблемы. Если они с вами не согласны, возможно, вам немного не по пути. Возвращаясь к теме ипотеки, зачем морозить деньги в бетоне, если акции, например, исторически более доходные? Ну, во-первых, никто не говорит, что вы должны все свои деньги отнести. Во-вторых, никто не говорит, что вам нельзя инвестировать в акции. Вы можете это делать. Вы можете делать, что хотите, хоть на все деньги купить лабубу. Но бетон – это всего лишь один из классов активов, который очень часто есть в портфелях очень богатых людей и не очень богатых людей. Это стандартный актив, который, в принципе, сопоставим по доходности с, как минимум, облигациями, да. Не могу сказать насчет акций, там есть некоторые издержки, которые делают доходность бетона значительно ниже, плюс низкая ликвидность. Но низкая ликвидность, в принципе, оправдывается высокой стабильностью, потому что в целом оно такое же волатильное, вы же не ходите каждый месяц, не переоцениваете свою квартиру, но арендаторы-то платят вам ровно ту ставку, которую вы им сказали. Поэтому я полагаю и очень на этом настаиваю, что бетон – это просто очередной актив, в который нужно вкладываться, если есть на то возможность. А если мы говорим про ситуацию, как у меня, жилстройсбережение или льготная ипотека, в принципе, бетон это просто начинает с небольшим отрывом, но выигрывать по доходности даже у акций. Даже у акций мира за всю историю, потому что просто государство финансирует наше финансовое благосостояние. В моем случае не государство, а другие вкладчики банка. Но в целом это не так важно. Кто? Главное, что кто-то финансирует ваше благосостояние. Вы этим можете пользоваться. К тому же есть вычет по ипотеке, которые могут тут добавить некоторой доходности. Да, с одной стороны, в Казахстане КСЕ в принципе не облагается налогом. При этом сдача недвижимости в аренду должно облагаться налогами. Да, может не облагаться совершенно случайно. Не знаю, как так получилось, но может. Но по идее должно. И вот сейчас не уверен, не слушайте меня, но по-моему, вы можете либо платить ИПН, сдавая квартиру как физическое лицо, что-то около 10%, да, либо платить как ИП,
3% или даже 1%. Но в первом случае вы платите от прибыли, а во втором от оборота. И вот, если мы говорим про ИПН, с него можно сделать вычет. Если у вас есть ипотека, вы можете вычитать весь свой ИПН за счет этой ипотеки, по сути, не платя налоги. Причем это будет абсолютно легально. С ИП такое не прокатит. Там надо уточнять, какие конкретно для этого используются формы возможности сдачи в аренду у бухгалтеров. Но в целом, суть, я думаю, вы поняли. К тому же есть налоговый вычет, который может принимать ваш работодатель к вашей зарплате. Тоже к ИПН, который как минимум ваш работодатель может вычесть. Даже если вы не сдаете квартиру как физлицо и платите ИПН, точнее не платите, то благодаря вычету вы будете освобождены от ИПН в ваших трудовых отношениях. По крайней мере, в пределах довольно большой суммы, которую вы навряд ли достигнете, пока у вас еще будет ипотека. К тому моменту, когда реальная прибыль от вашей ипотеки будет равняться минимальной сумме, с которой перестает начисляться, с которой перестает вычитаться ИПН, и то вот этот вот ворок, он все еще вычитается, просто все, что сверху, уже нет, у вас будет уже столько денег, что вам плевать будет на эти налоги. Хотя, скорее всего, наоборот, об этом мы поговорим в другом моем видео. Не забирать деньги у налоговой – это такое же финансовое преступление, как и забирать их. Только с одной стороны это преступление против налоговой, а с другой стороны это преступление против вас. Начать с нуля легко, потому что терять нечего. В связи с этим возможность откладывать 100% это очень удобно, потому что у вас нет семьи, у вас нет пока что кредитов, или у вас есть кредит, который у вас отложены деньги, чтобы их погасить, если мы говорим про жилстрой сбережения, ипотеки, вот это вот все, которые мы обсуждали в этом видео. В целом, использование собственной бедности это, как минимум преимущество, потому что давайте посмотрим вокруг. Ваши ровесники, как минимум, обладают таким же уровнем дохода, как и вы. Ваши ровесники, скорее всего, коллеги, что-нибудь такое. Но при этом у них также нет особо расходов, если мы говорим вот прям как в моей ситуации, у них также достаточно высокие доходы, но они тратят их. Они, допустим, давайте обратим внимание на сложный процент. Чем раньше вы начнете, тем большее количество периодов вы захватите, тем большее количество роста вы захватите, да, на фондовом рынке, на рынке недвижимости. Кстати говоря, кризис был бы даже лучше, об этом мы поговорим в другом видео. Главное, что в итоге к одинаковому с вашими ровесниками возрасту, что неудивительно, у вас будет кратно больше денег, потому что даже если они начнут условно через год делать ровно то же самое, что и вы, они потеряют вот этот самый год, у них этих денег будет тупо меньше. За счет значимости первых нескольких лет, в особенности 3-7, там в зависимости от сумм, сложный процент будет сильно больше. Вы можете проверить это буквально в любом инвестиционном калькуляторе, чуть-чуть меняя срок накопления денег на пару лет. Используя отсутствие всего, вы можете достаточно очень сильно агрессивно принимать необычные финансовые решения. Это может быть совершенно недоступно не как вашим ровесникам, если, случайно так получилось, так и более взрослым людям, у которых есть множество обязательств, им это просто физически может быть абсолютно недоступно. Поэтому пользуйтесь, пока можете. Делайте, как я. Всем рекомендую. Но почему, если это так выгодно, все не берут ипотеку под 5%? Как минимум потому, что люди псевдофинансовые грамотные думают, что ипотека-то дешевая, но я должен 3 года накопить, вот эти вот деньги потерять, недополучить прибыль какую-то на их несчастном 2% депозите, потому что они не понимают, как работают жилстрой сбережения. Они не понимают, что на самом деле они здесь, не то чтобы сильно выигрывают, но они и не проигрывают по-любому, потому что они просто, математика не клеится. А если мы говорим про еще более финансово неграмотных людей, они вообще в принципе даже не задумываются о том, чтобы сейчас отложить какую-то сумму там на какой-то депозит. Зачем? Для чего? Я же могу сейчас пойти кофе попить, да, или может быть Феррари купить там на одном уровне с кофе. Им же нужно какое-то потребление. Они же хотят статуса или может быть просто твари. Люди хотят потреблять сегодня. Им не важно, что через 40 лет они будут корячиться на пенсии, доедая последние крохи и драться с бомжами.
Между прочим, реальная ситуация видел недавно. Два бомжа дрались. Не знаю, правда, за что, но вы представьте. И я бы и рад, если бы все вокруг так делали, потому что жилстрой сбережения это не то же самое, что льготная ипотека. Деньги не кончатся. Но люди не хотят, им это не надо. Если у вас получится, пожалуйста, скиньте это видео, заставьте ваше окружение делать так. Это выгодно, надо этим пользоваться. Но почему люди не хотят, это уже их проблемы. Почему я должен их решать? Я не буду отвечать на этот вопрос. Возможно, я скажу сейчас для кого-то очевидную вещь, но есть плохие кредиты и хорошие кредиты. Плохие кредиты вы тратите на какое-то потребление, которое, может быть, оно для вас и важно, но в целом это экономически, математически неверное решение. Никто не говорит, что их нельзя брать. Хотя вообще-то все говорят, вообще-то нельзя, потому что это буквально продажа собственного сегодняшнего времени за будущее время свое, при этом вы еще и платите. Но есть и хорошие кредиты. Подождите. Ну а хорошие кредиты это на какие-то активы, которые чисто с математической точки зрения выгодны. То есть, если вдруг для вас выгодно с математической точки зрения купить на все деньги кредитный iPhone, это хороший кредит. Но когда, черт подери, у вас получится на такие условия выйти, это у вас либо кредит с отрицательной ставкой, либо вы этот iPhone потом втридорога в Дубай продадите. Но стандартно, когда вы покупаете какой-то актив, который исторически приносит достаточно высокую прибыль, чтобы покрыть этот кредит, это хороший кредит. Его можно брать. Я не говорю, что его нужно брать, отнюдь. С другой стороны, вы можете получить так чуть более высокую доходность, как, например, с льготными ипотеками, просто за счет того, что кто-то вливает в вас эти деньги. Но в целом, никто вас не заставляет. Хотите терять деньги, это пожалуйста. Главное, в чем здесь суть? Покупая iPhone, он не делает вас богаче. Если вы пойдете, я не знаю, снимете видео на него и получите миллионы, но я не думаю, что вы это планировали. Но если вы купили квартиру в ипотеку, и она стала стабильно, с небольшими простоями, приносить вам каждый месяц определенную сумму, на которую вы буквально становитесь богаче, плюс у вас остается этот актив в виде квартиры, мне кажется, здесь выбор очевиден. Возможно, вы думаете, что ипотека на 20 лет это приговор, но если речь идет про льготную ипотеку, в которой либо государство, либо определенные программы выдают вам деньги дешевле, по сути, дарят вам деньги, ипотека хоть на 20, хоть на 100 лет останется выгодной. И математически уже просто не нужно, нельзя ее будет закрывать. Вы можете, у вас за определенный срок, за вычетом оплаты процентов, но продолжая в том же духе, как вы копили на первоначальный взнос, у вас за более короткий срок, чем в принципе срок кредита, получится накопить всю сумму, чтобы хоть завтра закрыть. Но зачем? Для чего вам это делать, если продолжая платить этот кредит, в итоге вы получите больше денег? И зачем тогда его закрывать? Для психологического комфорта? А разве вам не психологически комфортнее быть немного богаче? Может быть, вам психологически комфортнее страдать от нехватки денег, которые вы только что просадили на то, чтобы покрыть всю вашу ипотеку? У вас больше денег-то не будет? Вы не сможете с тех накопленных денег, скажем, еще полгодика покрывать вашу ипотеку, потому что вы их вложили всех в ипотеку. Да, вам не нужно больше покрывать ипотеку. Поздравляю, но у вас и денег, которые вы на это потратите, не будет. Вы не сможете получать с них доходность. Понимаете, это просто математически невыгодное решение тратить все деньги на ипотеку, которая сама дарит вам деньги. Ради бога, воспользуйтесь каким-нибудь кредитным калькулятором с одной стороны и калькулятором инвестиций с другой стороны. Посмотрите вбейте, сколько вы платите по ипотеке и сколько вы можете откладывать. Посмотрите, сколько в итоге у вас будет денег. А если вы просто уберете второй столбец, у вас не будет инвестиций. Вы закроете просто ипотеку, и все, у вас по нулям. Да, у вас есть квартира, она продолжает приносить деньги. Так она, извините, и так приносила деньги, если вы ее сдавали. В идеале вы должны сдавать квартиру так, чтобы вам не нужно было беспокоиться о том, чтобы закрывать ипотеку, потому что арендаторы делают это по сути за вас. Да, какие-то излишки вы откладываете на крайний случай, чтобы какие-то платежи закрыть, но в целом ситуация такая. Переживать за долгий срок нет смысла, особенно если это какая-то доходная недвижимость. Но если вы там сами живете, то
Сравните это с той же арендой. 20 лет арендовать или 20 лет платить по ипотеке, какая, впрочем-то, разница? Но что, если ваша рука так и тянется закрыть ипотеку, чтобы спать спокойно? Зачем? Смотрите, предыдущий пункт. Вам это делать не нужно. Но если вдруг гасить дешевый долг, просто в принципе математическое самоубийство. Я думаю, я прояснил это в прошлом пункте. Но опять же, возможно, я этой мысли еще в этом видео не озвучивал. Хотя нет, подождите, озвучивал, кстати, посмотрите это видео. Вас никто не заставляет не гасить ипотеку. Это ваше личное решение. Если вы вдруг по какой-то мнимой причине решили, что вам лучше закрыть ее сейчас, пожалуйста, закрывать. Это ваше право, ваше решение. Да, вы будете спать спокойнее. Поздравляю, вы добились своего. Но вы при этом потеряли деньги. Это все равно, что вы приходите в банк, закрываете ипотеку, еще сверху даете денег. Просто потому, что вы закрыли ипотеку. Вы не видите этих денег, а вы их отдали. Молодцы. Просто представьте себе именно эту ситуацию. Ведь навряд ли вы бы захотели прийти в банк и отдать им эти деньги. А ведь упущенную выгоду никто не отменял. Нет, если вы считаете это нормально, то что вы приходите и вместе с этими деньгами отдаете и упущенную выгоду, пожалуйста, гасите ипотеку. Значит, для вас важнее какой-то спокойный сон. Я не возражаю, особенно если для вас это норм. Да вообще, с каких пор вы меня в этом слушаете? Если вам не важно ваше финансовое благосостояние, а вы лишь думаете о том, как спать спокойно. Делайте, что вам заблагорассудится, и отпишитесь от этого канала. Зачем вам вообще думать про финансовую грамотность? Складывайте в депозит и живите спокойно, как пенсионер. Это неплохо. Стандартная практика. При этом я хочу также остановиться на другом моменте. Понимая то, что у меня достаточно большой денежный поток, и я могу угрохать в купленной квартире в ипотеку ремонт как в дворце. Но давайте посмотрим на это с точки зрения финансов. А нафига? Для чего? Как будто те несчастные арендаторы, которые за 170 тысяч тенге у вас ее арендуют в месяц на окраине страны, будут наслаждаться вашим дворцом. Вы просто физически не сможете сдать эту квартиру дороже. Соответственно, эти инвестиции не окупятся просто никогда. Ну, а сдавать ее дешевле, соответственно, инвестиции как раз не окупятся. Делать дорогой ремонт, даже имея большой денежный поток, который этот ремонт покроет, и даже если вам так нравится, это хорошая идея, это плохая идея. Вам он нафиг не нужен. Даже если вы будете там жить, зачем вы вбухаете деньги в то, что вы в перспективе продадите через пару лет? По статистике люди меняют жилье раз в 7 лет, вот вы рассчитываете ремонт так, чтобы он прожил 7 лет, если вы сами там будете жить, а то и больше, если вы будете ее сдавать. Прагматичное решение будет лучше, чем на пределе своих возможностей. К тому же, режим тотальной экономии, то есть откладывание 100% своего дохода, приводит к выгоранию, скажем, так, на 6-й месяц, может быть, на год, в зависимости от вашей выносливости. Из этого должно следовать то, что вам не нужно действительно на протяжении всего срока откладывать прям ровно 100%. И я исхожу из того, что мне хватит буквально там небольшого процента от зарплаты, от этих 100%, чтобы просто покрыть базовые развлечения. Я на самом деле себе ни в чем не отказываю, просто по сути мне ничего не нужно, поэтому и получается такая хорошая, благоприятная для моего капитала ситуация. Но если вдруг на то пойдет, если вдруг начнется какое-то страдание от откладывания денег, я лично себе не запрещаю их начать тратить. Или на самом деле, в данном случае, моя стратегия строится на том, что я откладываю ровно конкретную сумму. Это не процент, это ровно конкретная сумма, которая на данный момент равна 100%. Но предполагаю, что в тот момент, когда мне просто вот станет, я не знаю, физически, эмоционально тяжело продолжать в том же темпе, надо не начать откладывать меньше, а начать зарабатывать больше. Потому что на самом деле это даже как-то немного проще. Потому что поступить с той привычкой, которая
осталось у меня после, скажем, 6 месяцев, года откладывания по 100%, ну, может быть, на самом деле даже тяжелее, чем эмоциональные страдания от отсутствия развлечений. И с другой стороны, может быть, надо подумать о том, как развлекать себя без денег, или, может быть, как сократить, в принципе, траты, когда вас обеспечивают другие люди, делая акцент на недвижимости, которая будет длиться, ну, примерно 10 лет, наверное, и дальше тоже. Мне уже просто это станет неинтересно. Строя вот такой план, когда много денег идет в один класс активов, само собой напрашивается то, что рано или поздно надо будет делать какую-то ребалансировку и купить, возможно, другие активы, возможно, даже продав старые. Это логично, это закономерный ход, который в целом должен вкраиваться в эту стратегию. Он есть такой. Но на самом деле он сводится к тому, что когда мне надоест использовать однушки, я просто парочку из них продам, возможно. Возможно, вместо них куплю двушки, ну, чисто как возможный вариант. Но, скорее всего, я либо переложусь в акции, скорее всего, мира, либо в коммерческую недвижимость. На самом деле, я не вижу большой разницы в том, куда их переложить. Главное, чтобы это стало более удобным в администрировании. А поскольку управление одним коммерческим объектом, а не, скажем, 4 однушками, ну, потому что, я думаю, одну надо будет оставить, так удобнее как-то. Вдруг самому жилье понадобится, да? Кто мне мешает? Суть в том, что я использую просто выгодный инструмент, который в итоге принесет достаточно выгодную доходность. Но это просто инструмент. Я могу продать его. Да, недвижимость продать может быть не очень просто, но у меня, извините, тоже не завтра дедлайны. Поэтому этот вопрос можно даже не затрагивать. Это обычные активы. Я могу в какой-то момент решить, что мне нужна такая-то ребалансировка, хочу активы в таком соотношении. Но сейчас, просто исходя из того, что я посчитал наиболее выгодным использовать именно этот инструмент, я предположил, что весь свой активный доход я буду вкладывать туда. Просто потому, что мне так выгодно. Если я через 10 лет захочу выйти из недвижимости, никто мне не помешает. Я просто переложусь в другой инструмент. Главное, что вы должны понять, что недвижимость это просто очередной актив. Вы не должны в нее влюбляться. А уж тем более не должно внезапно возникать ситуации, когда вы живете в какой-то дорогой квартире, потому что не хотите ее продавать, но при этом питаетесь дошираком. Это же ужасно. Что в вашей жизни пошло не так, что вы смогли позволить себе купить квартиру? Да, в моем случае это какая-то там льготная ипотека, какая к черту разница, если вы питаетесь дошираком, если разве что это не ваше любимое блюдо, но в целом вы страдаете, при том, что можете не страдать. Что с вами, черт возьми, не так? Вы можете продать квартиру, вы можете, я не знаю, начать ее сдавать и переехать в район похуже. Кто вам мешает? Поэтому, выбирая инструменты, активы, не позволяйте им съедать ваше качество жизни. Возвращаясь к моей ситуации, это не позволит забирать этой недвижимости мое качество жизни, потому что когда я не захочу вкладывать туда 100% своего дохода, своей зарплаты, я просто перестану. Кто мне сказал, что я кому-то что-то в этом плане обязан? Это мои личные деньги, я делаю с ними что хочу, но я не позволю им заставлять меня как-то страдать, ущемлять себя. Уж тем более какие-то там несчастные активы, всего лишь инструменты, которые на какой-то черт были приобретены по какой-то, может быть, выгодной ставке. Если они вдруг станут бить по мне, если вдруг у нас повысят налоги, может быть, и это станет овер невыгодно, так а нафига мне тогда их держать? Поэтому эта стратегия, она не про квартиру, она про дисциплину и про то, как в принципе можно накопить деньги, особенно если вы в моем возрасте. Ну просто потому, что у вас это должно получиться. Если вас кто-то другой обеспечивает, да, как в моем случае родители, я могу тратить какую-то часть денег, да, я как бы не запрещаю, но при этом
большая часть этих денег идет на накопление, просто потому, что у меня нет других расходов. Это стратегия построена исключительно на той ситуации, в которой я сейчас живу. И, ну, буквально приведет к тому, что у меня будет больше денег. А больше денег — это финансовая свобода, это финансовая независимость. Это же хорошо. И если вы со мной согласны, я очень рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. Давайте вместе стараться откладывать 100% вашей зарплаты мне. Ой, о чем я таком говорю?